Жалобный визг раздавался по лесу. Беспомощный щенок плакал и звал на помощь. Бывший хозяин просто выбросил его в лесу, тем самым обрекая щенка на долгую и мучительную смерть от голода или возможность стать легкой добычей для какого-нибудь хищника. Глупый щенок еще не понимал этого. В голове маленького существа не укладывалось, как хозяин мог просто выкинуть его, как ненужную вещь. Не понимая всей опасности, нависший над ним щенок жалобно и пронзительно скулил, иногда срываясь на вой. Его голос эхом разносился среди деревьев, полных таинственного шороха листвы и завываний ветра. Где-то там, далеко в деревне, сейчас на привязи плачет его безутешная мать, обнаружив пропажу своего детеныша. Но что человеку до этих страданий? Ведь животные для большинства из нас — это бездумные существа, которые не способны ни мыслить, ни чувствовать. Мысль о том, что его собственное «я» было отдано в пустоту, ничего не значила для хозяина, который легко расстался с ним. Для него эта жизнь — всего лишь подарок судьбы, а щенок был всего лишь временным гостем. Несколько километров в лесу проскакала волчица, которая прошла уже не 1 километр в поисках пропитания для себя и своих подрастающих волчат. Пищи в лесу было много, но чтобы ее добыть, нужно было хорошенько постараться. Волки с детства приучены к далеким переходам, и каждое утро волчица отправлялась на охоту. Возможно, именно это и закаляет их характер, делая их привычными к любым трудностям. Волчица подняла морду, втягивая запахи и отыскивая среди них те, что могут быть ей полезны. Вдруг до чуткого слуха хищницы донесся тоненький плач, похожий на тот, что иногда издают ее собственные волчата. Однако это точно был не волчонок. Материнское сердце не позволило ей пройти мимо. Ощутив необходимость помочь, она оставила поиски еды и направилась к звукам жалобных страданий. Скоро волчица почувствовала запах того, кто так отчаянно кричал о своем несчастье. Это была собака. Пускай еще и совсем крохотная щенка, но это была именно собака. Несмотря на то, что волки чаще всего считают собак своими врагами и иногда даже используют их в качестве пищи, дитя врага всегда остается незапятнанным. Волчица буквально в считанные минуты смогла отыскать брошенного щенка в густых зарослях. Тот, увидев приближающегося хищника, обрадовался, радостно завиляв хвостом и стараясь неуклюже подпрыгивать на месте. Он даже не понимал, что найди его какой-нибудь другой волк или рысь, жизнь его, скорее всего, тут бы и остановилась. Волчица обнюхала уткнувшегося в нее щенка, словно раздумывая, что с ним делать. Ей не разделяли ту радость, которую сейчас демонстрировал этот пушистый комочек. Мысленно волчица взвешивала свою ситуацию. Что с ним делать? Как поступить? Одно мощное движение челюстями могло бы сразу решить эту проблему. Однако перед глазами матери стояли ее собственные волчата, которые точно так же радовались ее возвращению. Но стая никогда не примет чужака, и это тоже было для нее предельно ясно. Эта мысль терзала ее сердце, и потом волчица, вспомнив о своих подрастающих волчатах, приняла единственное верное решение — взять щенка с собой. Тем временем за окном еще только начинало светлеть, когда старый егерь Александр Петрович открыл глаза. Хорошо в лесу благодать. Только здесь можно побыть наедине со своими мыслями, вспомнить прошлое и подумать о будущем. Гоняя эти тяжелые мысли, егерь вдруг услышал, как под дверью кто-то топчется. «Может быть, рысь пришла?» — подумал он, тихо поднимаясь со своей лежанки и натягивая сапоги. В дверь кто-то настойчиво начал скрести. «Эй, кто там? А ну не шути!» — специально громко сказал егерь в надежде отпугнуть незваного гостя. А сам тем временем взял карабин в руки. Но после непродолжительной паузы кто-то снова начал толкать входную дверь. Взяв карабин в боевое положение, егерь передернул затвор и медленно толкнул дверь. Та со скрипом отворилась, и Александр Петрович увидел на пороге крохотного щенка. Ого, а как!
Невольно вырвалось удивление. Старик опустил ружье и, выйдя на крыльцо, огляделся. Не мог же этот кроха сам тут неизвестно откуда взяться. Действительно, вскоре Александр Петрович встретился взглядом со взрослой крупной волчицей. Она смотрела на него с другого конца опушки, словно стараясь понять, примет ли человек ее дар. Егерь заулыбался. Не забыла. Помнит, значит. Перед глазами старика тут же всплыла картина о том, как когда-то, будучи на несколько лет моложе, он наткнулся в тайге на беспомощного волчонка. Горько и надрывно плакал тогда зверь, оглашая тайгу своими страданиями. Как волчонок остался один в лесу, и куда подевалась его мать, навсегда останется тайной для человека. Не смог он тогда пройти мимо чужого несчастья и оставить брошенного волчонка на произвол судьбы. Именно в этой сторожке и прошли его первые дни жизни. Александр Петрович бесшумно рассмеялся, вспоминая, как крохотная волчица старалась напугать его, показывая свои зубки и делая страшные глаза. Долго лесной житель привыкал к человеку, но, привыкнув, не забыл. Мужчина взглянул на щенка, копошащегося на пороге его дома. «Ну что, дружок, привыкай. Теперь это будет твоим новым домом». Щенок же, в отличие от волчицы, сразу принял человека, радостно завиляв хвостом и стараясь лизнуть ему руку. Как волчица, выбравшая свою судьбу, так и щенок, познавая, что есть доброта и тепло. Прошло время. Александр Петрович, сидя на крыльце своего домика, наблюдал, как резвится его заметно выросший дружок. Теперь это был уже не беспомощный малыш, которого он нашел на своем крыльце почти 3 месяца назад, а крепкий подросток, начавший слушать и понимать своего хозяина. Без собаки в лесу тяжело. Это Александр Петрович прекрасно знал по своему опыту. Совсем недавно его верный друг по кличке Верный пропал. Он всю свою жизнь провел рядом с человеком. Но собачий век недолог. И после непродолжительной болезни в один из дней старик нашел своего верного друга мертвым. Очень горько тогда переживал Александр Петрович, лишившись своего близкого друга. Но жизнь уже научила его справляться с такими тяжелыми потерями. Теперь на смену верному пришел новый друг и помощник. Что получится из этого щенка с умными глазками, мужчина еще не знал. Но то, что добро и сострадание есть и в мире животных, Александр Петрович это знал точно. Он вспоминал и благодарил свою серую волчицу за бережно принесенный и оставленный ею этот живой подарок. Тем временем в лесу щенок рос, еще не понимая, какой мир ему предстоит познать. Он играл сам, выучив наизусть каждый уголок своей новой территории. Каждый день после долгих часов, проведенных на улице, он возвращался к Александру Петровичу, как будто его дом — это место не только для проживания, но и для души. На желтом огне под самым домом в тот вечер пекся на гриле свежий улов, и новый друг старика всегда был рядом. Пес поднимал свою мордочку, когда запах горячего мяса влетал ему в ноздри, надеясь, что сегодня Александр Петрович тоже будет его угощать. А сам егерь, улыбаясь, за ним наблюдал, внутренне ощущая ту связь, что зарождалась между ними. Со временем собака начала проявлять свои охотничьи инстинкты. Александру Петровичу хорошо было вместе с ней, как в юности, защищая свою территорию, выслеживая добычу и наслаждаясь совместными часами на природе. Вскоре щенок стал настоящим помощником в лесной жизни. Каждый раз, когда мягкий снег покрывал землю и холодное утро разгоняло туман, дружок поднимался, тряся своей шерстью и завывая от счастья, если егерь шел за ним. Вскоре к щенку, выросшему в умного и упрямого подростка, присоединились продолжение их дружбы. Друзья начали охоту вместе и не раз добирались до своих первых призов. Когда мокрые следы оставляли пятна на снегу, будто намереваясь запечатлеть историю их дружбы. Вечерами они возвращались домой, уставшие, но с довольными мордочками, наслаждаясь огнем, от которого теплеет,
Александр Петрович часто вспоминал свои угрозы о жизни в одиночку. Острая тоска за любимым верным утихла, как только он осознал, у него теперь есть дружок. Однако не только позитивные моменты присутствовали в их жизни. Однажды, когда они с дружком возвращались с охоты, вдалеке раздался резкий рычание. Егерь вдруг ощутил, как сердце заколотилось в груди, когда они увидели, что недалеко от них поджидает стая волков. Животные выглядели голодными, а число их превосходило число старика и его собаки. Александр Петрович поднял ружье и прицелился, но потом остановился. Он вспомнил о волчице, которая принесла ему щенка. Что бы он ни делал, какое бы решение он ни принял, он понимал, что у каждого животного есть своя роль в этом мире, и только собравшись вместе, они могли бы выжить. Волки, обострив свое внимание к паре, начали постепенно приближаться, как будто у них был план. Однако дружок уставился на них с полным доверием своего хозяина. Эта сцена напоминала ребятам о том, что все существа имеют свои цели, и чтобы забыть на мгновение о зле, они должны бороться вместе, в единстве. Старик вздохнул глубоко и опустил ружье. «Отлично, дружок, готовься, нам нужно бежать». Быстро, но стараясь не издавать звуков, они изменили направление, следуя по лесной тропе, максимально скрываясь. Они знали, что в этом мире нельзя быть невидимыми, но, выбравшись из опасности, они оставили яркий след доверия друг к другу. К счастью, волки потеряли к ним интерес и вернулись к поискам еды. Наконец, после нескольких напряженных минут, они оказались в безопасном месте. Егерь остановился, глубоко дыша, чувствуя, как сердце постепенно успокаивается. «Мы сделали это, дружок. Мы стали настоящими друзьями», — прошептал он, обняв щенка перед собой. Тот только радостно завилял хвостом, словно понимая всю глубину момента. Из-за этого инстинктивного понимания между ними они ушли в сторону вечера солнца, вперед, к новым приключениям, зная, что их связь только укрепится с каждым пройденным испытанием. Их история, полная искренности и смелости, продолжалась, выходя за пределы их привычного мира в лесу. С каждым новым днем они учились чему-то новому, преодолевая горести и потери. И в этом всегда была сила, взаимная поддержка и истинная дружба, показывающие, насколько значимы связи, которые мы строим. Понимание, что неважно, кто ты, волк или человек, важно, что каждый способен почувствовать, что такое настоящая дружба. Каждый вечер, будучи у огня, старик и собака могли бы делиться своими историями. Они смотрели в небо и видели, как звезды мерцают, словно гипнотизируя своих зрителей. В такие моменты жизнь давала им возможность забыть о проблемах и чувствовать, что они одни, но вместе, под единственным небом. Когда наступила зима, их привязанность стала еще сильнее. Зябкие и колючие морозы не страшили их, когда был рядом друг. Александр Петрович чаще стал писать о своих чувствах, отражая их в страницах дневника. Вместе с дружком они начали привыкать к долгим холодным ночам, но не испытывали страха, ведь он всегда был рядом. Мир, полный неожиданностей, приходил к ним, и каждый смелый шаг приближал их к новым границам. Две жизни, которые стали неразрывны, как звезды на небе, так и дружба, как постоянная в жизни. На следующее утро после решения пережить сложные времена они вышли на поиски новых приключений. Они знали, что где-то в кедровых лесах скрыты жемчужины приключений, ждущие, когда их найдут. По мере того, как дни проходили, и превращая мечты в реальность, осколки их дружбы становились все больше связанными, и, казалось, они были частью чего-то большего, чем просто жизнь в лесу. Так и продолжалась их история. Уникальная, полная эмоций, чувств и дружбы, которая давала им силы двигаться дальше. Они не знали, что ждет их впереди, но они знали одно. Настоящая дружба — это подарок, о котором никогда не следует забывать. Время, проведенное вместе, создавало моменты, которые останутся с ними навсегда.
Теперь, когда дружок стал большим и сильным псом, он продолжал быть верным другом и защитником для Александра Петровича. Влажные кедровые лапы неизменно оставляли следы по маршруту их жизни, а дружба стала их сакральным хранилищем. Дорогие зрители, если вам понравилась эта история, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Мы всегда рады вашему вниманию и готовы поделиться с вами новыми приключениями. До свидания.